Всем привет! Сегодня сериал «Аварийная посадка любви», 2019 год, режиссер Ли Чон Хё, в ролях Хён Бин и Сон Йо Джин. Сюжет. Богатая девушка Сэри из модной индустрии летала на параплане, и ее случайно ветром отнесло в Северную Корею. Она повисла на дереве, но ее обнаружил капитан гражданской полиции Джун Хёк. В общем, он ее вроде отпустил, но она заблудилась и пришла в северокорейскую деревню, где ее и поймал капитан. Она вынуждена скрываться в доме у капитана, пока он думает, как ей помочь попасть домой. Перед пропажей Сэри отец провозгласил ее наследницей, поэтому ее пропажа была на руку многочисленным родственникам, которые метили в преемнике. Побывать в Северной Корее, даже через сериал, было любопытно, что у них не так. Отключение света регулярное. Ну, в принципе, у меня на даче на сегодняшний день тоже постоянно отключают свет. Не проходит и дня, чтобы не отключили. Дальше. Нет интернета. Ну, с этим трудно смириться. Почти нет мобильных. Тоже трудно представить. Северокорейцы лишены возможности смотреть южнокорейские сериалы. Теперь бы меня это тоже не устроило. Хорошие гели, шампуни, косметика – все из-под полы. Ну, лично я с этим могу смириться. Отсутствие удобств в частном доме могу понять и принять, но при желании, наверное, можно все обустроить. Может, это затруднительно в связи с отсутствием соответствующего оборудования в продаже. Потом я заметила плиты для готовки еды на керосине. Мясо по праздникам не удивляет. У нас его полно на рынках, но позволить его себе я могу крайне редко. Одно успокаивает, говорят, мясо вредно для здоровья. Слежки, прослушивания, проверки, убийства и многочисленные запреты и ограничения – это уже страшно. Теперь остановимся на смешных моментах в сериале. Солдат, стерегущий границу, прозевал нарушительницу, так как не мог оторваться от сериала «Лестница в небеса». Вполне допускаю такую ситуацию. Вот что делают корейские сериалы с людьми. Когда же он попал в Сеул, он в первую очередь досмотрел сериал «Охотники на рабов», потому что в Северной Корее он видел только до 14 серии и все спрашивал у Сэри, умрет ли Дэгиль. А в сцене, где Дэгиль умирает, он рыдал, когда попал в Сеул. Смешно смотреть сериал в сериале. Теперь другой смешной момент. Когда она всем раздавала сердечки на пальцах, капитан-то думал, что Сэри в него влюбилась. Но когда она послала сердечки его солдатам, он обиделся. Еще совсем недавно я тоже не понимала значения этого жеста. Потом, корейцы любят разбивать сваренные яйца об свою голову, чтобы потом почистить. Когда 4 солдатика оказались в Сеуле и решили повидаться с Сэри, промеж себя они решили, что первым в здание войдет самый красивый, похожий на южнокорейца, из них. И первым шаг вперед сделал самый страшненький. Было очень смешно. Когда в баре они болели за сборную Южной Кореи по футболу в матче с Японией, тоже было смешно. Чтобы поболеть против Японии, болельщики готовы были объединиться и забыть про все разногласия. Сэри организовала встречу для северокорейца, любителя сериалов, с актрисой из «Лестницы в небеса». И действительно, это была Чхве Джиу. Это было очень трогательно. Правда, шапка на северокорейце была бордовая с зайчиком, была похожа на девчачью, какая-то нелепая совершенно. Одним из препятствий на пути воссоединения Сэри и Джун Хёка был факт помолвки Джун Хёка с другой девушкой. Но на то она и настоящая любовь, которая преодолеет все преграды. Они предприняли несколько попыток перейти границу, прежде чем им удалось это сделать. Им строили козни спецслужбы в лице главного злодея, который ненавидел капитана, его отца, брата, в общем, всю семью. Кстати, этот злодей был виновен в смерти старшего брата Джун Хёка, так что у них были давние счеты. Когда я смотрела в первый раз, 2 года назад, актеры, игравшие 4 солдат из подчинения капитана, мне были незнакомы. Теперь я узнаю каждого из них, хоть в одном сериале, но я их видела. Фамилии актеров я, конечно, не помню. Неужели за 2 года я пересмотрела так много дорам? Сцена почти в финале, когда 5 северокорейцев в хороших костюмах с галстуками, хороших пальто, которых приодела Сэри, вышли драться, чтобы защитить Сэри и Джун Хёка против главного злодея и его команды, произвела впечатление. Мне почему-то кажется, что на самом деле солдаты Северной Кореи хорошо подготовлены. В финале фильма состоялся обмен северокорейцев и южнокорейцев.
Это отец Джун Хёка постарался. Я обратила внимание на внешний вид спецслужб. Северокорейцы были одеты в форму по образцу советской, а южнокорейцы в черных костюмах с галстуками и пальто выглядели очень стильно. Я подумала, как прическа и хорошая одежда преображает людей. При очередной попытке перехода границы Сэри говорит Джун Хёку: есть индийская пословица: случайный поезд может привести тебя к нужной станции. Я думаю, она имела в виду, что как полет на параплане круто изменил ее жизнь и привел ее к своей судьбе. И как персонажа, и как женщину. Я имею в виду предстоящий брак между Хён Бином и Сон Йо Джин. На сегодня все. Всем здоровья и удачи!